PlayStation 1 – игровая приставка, с которой у многих людей начался путь в мир видеоигр. Для детей 90-х и начала нулевых это была целая революция, и можно даже сказать откровение. Я как раз был таким ребенком, и мой игровой опыт начался не с Sega или какой-нибудь Dendy, а именно вот с такой малышки PS1. Сегодня вместе с вами я решил немного вернуться в прошлое и вспомнить, как же начинался путь компании Sony в сфере игровых приставок. Как все началось с маленького аудиочипа, почему Nintendo решили жестко кинуть Sony, как они не сдались и совершили революцию в мире игр того времени. Все это разберем прямо сейчас. Приятного просмотра. PlayStation 1 относится к пятому поколению приставок. Логично, что до этого было еще 4. В то время, еще до выхода первой Соньки, абсолютными лидерами по праву считались две компании. Это Sega с ее приставкой Sega Mega Drive и Nintendo со знакомой многим NES. Конечно, были и другие представители в лице ПК Engine TurboGrafx или Neo Geo, но сегодня они нам менее интересны, хотя и заслужили краткое упоминание. Как вы уже поняли, Sega и Nintendo вовсю занимались развитием и продвижением своих игровых систем. Но что же тогда в это время делала компания Sony? На самом деле, абсолютно ничего связанного с играми. В те года компания в основном занималась разработкой разной техники бытового назначения – радио, телевизоры, магнитофоны и другие интересные технические достижения. Самым популярным продуктом Sony на тот момент, который подарил фирме огромную узнаваемость, был знаменитый плеер Sony Walkman. Как вы заметили, ничего даже близко связанного с играми или приставками. В какой же момент все поменялось? Знакомьтесь, Кен Кутараги, инженер из компании Sony, которого принято называть отцом PlayStation. Звучит как минимум серьезно. Именно этот человек дал ход событиям, которые привели к зарождению первой приставки от Sony. А началось все с его дочери, которая как-то вечером играла на приставке NES. Кен обратил внимание на две вещи. Первое – это то, насколько сильно видеоигры могут затягивать детей. А второе – какой же плохой звук был у консоли от Nintendo. Эти размышления привели Кена Кутараги к тому, чтобы заключить с Nintendo сделку на создание звукового чипа для SNES. И при этом всем такое решение, судя по всему, он принял лично, не посвятив в известность свое начальство, совет директоров Sony. Таким образом, в компании, на своем рабочем месте, в свободное от основных обязанностей время, он разбирался с начинкой NES и разрабатывал инновационный звуковой процессор SPSC 700. Незадолго до окончания всех тестов об этом его хобби узнало непосредственное начальство в Sony. Разразился скандал, и Кутараги не приходилось ждать ничего хорошего. Нарушение суровых корпоративных правил грозило увольнением, что, впрочем, совсем не удивительно. Спасти инженера от позорного увольнения помог другой не менее важный человек – президент Sony Норио Ога. Говорят, что босс Sony увидел в инженере самого себя и поэтому взял под свою защиту. Правда, все права на изобретение отошли компании, но зато Кутараги оставили в покое. А новинку предложили Nintendo, которая была занята в тот момент разработкой новой приставки Super NES. Звуковой процессор, разработанный инженером Sony для Super Nintendo в 1988 году, был выше всяких похвал. Следующим шагом в рамках продуктивного, как тогда казалось, партнерства двух сторон было предложение Кутараги о создании версии SNES со встроенным CD-ROM, производством которого занялась бы Sony. Nintendo, конечно, дала свое согласие. PlayStation не в слитном, а в раздельном написании было рабочим названием приставки со встроенным CD-приводом. Тут нужно отметить, почему вообще такая сделка была очень интересна для каждой стороны. Sony предлагает готовые технологические решения в области обработки видео и звука, а также новых носителей информации CD-дисков. Nintendo, в свою очередь, предоставляет уже раскрученный бренд, открытые двери к внушительной пользовательской базе и десяткам компаний-разработчиков. Звучит это все весьма радужно и весело, однако, конечно же, в один момент все пошло не так. Изначально камнем преткновения стал контракт, согласно которому оба партнера не только отвечали за свои направления работы, но и становились независимыми друг от друга издателями, поделившими сферы влияния по физическим носителям информации. То есть Nintendo оставался рынок картриджей, где компания всегда была жестким монополистом, а Sony продвигала CD-диски. Хитрость была в том, что при смене носителя юридические права на многие бренды автоматически переезжали к другому партнеру. В Nintendo
Nintendo сидели далеко не дураки и понимали, что при очевидном успехе CD-дисков компания может остаться без армии персонажей и львиной доли разработчиков. И тут происходит забавная ситуация. Вместо того, чтобы как-то пересмотреть условия сотрудничества, Nintendo решает кинуть Sony еще больше в ответ. В 1991 году на выставке Consumer Electronics Show компания Sony представила версию SNES со встроенным приводом под названием PlayStation. Однако уже на следующий день выставки Nintendo заявляет о том, что начинает работать в сотрудничестве с фирмой Philips, тем самым разрывая партнерство с компанией Sony. Сейчас уже трудно сказать, как все было на самом деле. Например, по одной из версий, представители Sony сидели в зале на выставке и пребывали в легком шоке от того, что Nintendo вдруг резко кинула их и объявила о своем новом партнере в лице Philips. По другой версии, в компании Sony, конечно, знали о таком повороте заранее. Некоторые газеты даже буквально писали об этом. Nintendo и Philips объединяют усилия для создания игр на CD. Гласит заголовок Seattle Times от 31 мая 1991 года, ровно за 2 дня до запланированной на 2 июня конференции Nintendo. Сложно рассудить, кто кого хотел больше обмануть в этой ситуации. Думаю, фанаты Nintendo будут говорить, что сам договор изначально был попыткой присвоить себе слишком многое. Фанаты Sony со своей стороны скажут, что Nintendo кинула их в последний момент, и это было ужасно подло. Я же со своей стороны скажу, не стоит забывать, что речь идет про бизнес огромных компаний. И, наверное, совсем не удивительно, что и с той, и с другой стороны каждый хотел поиметь партнера по полной. Так или иначе, для всех нас эта история закончилась хорошо, ведь дальше Sony ничего не оставалось, кроме того, чтобы выпустить свою собственную приставку. Хотя, справедливости ради, Sony еще попытались обратиться к Sega с подобным предложением о выпуске совместной приставки. Однако Sega без раздумий ответила им отказом, сославшись на неопытность Sony в сфере видеоигр. А вот так выглядел готовый прототип приставки SNES со встроенным CD-ROM, которая разработала Sony. Редчайшая вещь. Несколько лет назад она была обнаружена в старой коробке с мусором. Американец, опубликовавший в сети фото и видеосистемы, рассказал, что когда компания отца обанкротилась и сотрудники стали собирать мусор, в одной из коробок, которую должны были выкинуть, обнаружилась эта приставка. В конечном счете он продал ее за огромные деньги на eBay. И такие чудеса бывают. Но вернемся к теме. В течение нескольких месяцев совет директоров Sony внимательно изучает готовые наработки и приходит к пессимистичному выводу. Своих сил на запуск самостоятельной приставки у компании нет. С этим категорически не соглашается Кутараги. Единолично и вопреки мнению большинства, президент Sony Норио Ога, ранее уже спасавший задницу Кутараги, дает ему полный карт-бланш на создание и разработку новой приставки. Кстати, права на название PlayStation и первоначальный концепт дизайна остались у Nintendo. Только к концу 1992 года, после серии судебных разбирательств, стороны достигли компромисса. Sony получила назад удачное название приставки, но взамен компания обещала отдавать большую часть прибыли от реализации портированных Super Nintendo игр. Что интересно, никто в Sony этим заниматься, собственно говоря, и не собирался. 16 ноября 1993 года в корпорации Sony создается новое самостоятельное подразделение – Sony Computer Entertainment. Разработка консоли оказалась весьма дорогостоящей. Кутараги вбухал в проект аж $564 миллиона. Наконец, после создания консоли, компания выводит PlayStation на японский рынок 3 декабря 1994 года. В США и Европе премьера консоли состоялась только в сентябре 1995 года. Для западного покупателя развлекательный игровой центр стоил $299, что немаловажно, на $100 дешевле, чем конкурент от Sega. В течение первого года после запуска выходит добрая десятка отличных игр: Ridge Racer, Tekken, Rayman, Wipeout, Ace Combat, Twisted Metal и многие другие. А за все время на приставке вышло огромное количество игр, благодаря которым Sony заполучила преданных фанатов. Я сам до сих пор с любовью вспоминаю Spyro, Crash Bandicoot, Medieval, Resident Evil и Silent Hill. На 20 июля 2008 года продажи PlayStation составили $102,5
миллиона приставок. Количество оригинальных игр, включая специальные издания, едва не превысило отметку в 10 тысяч тайтлов, а суммарное количество проданных копий игр остановилось на рекордной отметке в 962 миллиона. Этому успеху поспособствовал не только Кутараги. Во-первых, больше не было монопольной политики издателя. Компания Sony была рада сторонним разработчикам и всячески поддерживала их. Во-вторых, смену носителя ожидали десятки компаний-разработчиков, которые ориентировали свои новые продукты под CD-формат. Он вмещал до 660 мегабайт памяти, вместо 4 мегабайт у SNES или 64 у будущей Nintendo 64. При этом производство CD-диска было чуть ли не в 10 раз дешевле. $3-4 стоил картридж и 30-40 центов CD-диск. В-третьих, новое поколение игроков предпочитало агрессивные боевики, драки-файтинги, гонки, приключения, японские ролевые игры, и все это было на PlayStation. Не последнюю роль сыграли и рекламные кампании, регулярно подогревавшие интерес публики к новым продуктам и играм. Также аналитики считают, что продажи подстегнул и DualShock, новый контроллер, который представили в мае 1998 года. Изначально в первых ревизиях геймпад PlayStation не имел стиков и вибрации, однако вовремя появившиеся новые элементы управления дали дополнительный толчок игрокам в сторону PlayStation. В 2000 году Sony выпускает более компактную версию консоли под названием PS1. Именно эту прелесть я и держу сейчас в руках. В нашей стране приставка PlayStation также сыскала огромную популярность. И, кстати, не в последнюю очередь благодаря пиратству. Задумывались вы об этом или нет, но если у вас в нулевых была первая PlayStation, то, скорее всего, она была чипованная. И диски вы запускали тоже не лицензионные. Оригинальные диски вообще имели черный цвет и почти нигде не встречались. Зато пиратки продавались на любой барахолке по цене около 50 рублей, что было вполне себе неплохо. Меня вы, кстати, можете поддержать на Boosty, если вам нравятся мои видео. Там я выпускаю еще больше контента, включая личного. Хочу, кстати, передать привет подписчику Кенни, который подписался на 3 месяца и поддержал меня монетой. Спасибо, чувак, я это ценю. Но если вы не видели, как я жарю яйца в осеннем лесу и играю там в PlayStation 4, то советую посмотреть мое предыдущее видео. По-моему, оно получилось крутым. А на этом все. Вот такая короткая история получилась с PlayStation 1. Если видео вам понравилось, я сделаю и про вторую плойку тоже. На этом точно все. Пока.